Я бы хотел сказать прежде всего, желательно, конечно, хорошо высказывать мнение, но чтобы каждый из присутствующих хотя бы по одному предложению, конкретному предложению, как улучшить ситуацию. Вот передо мной лежит бумажка. 5 апреля представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Николай Сенцов докладывает. За 2011 год на территории Северного Кавказа проведено 85 контртеррористических операций и 12 тысяч боевых операций. Вдумайтесь, за 1 год. В ходе этих операций уничтожено, но здесь написано нейтрализовано, 343 бандита и 618 задержаны. 1000 человек за 1 год. Выявлено 500 схронов и бандитских баз. Все 20 лет это Южный фронт. Мы можем говорить о Центральном фронте, где не просто убивают каждый день людей, я имею в виду даже Центральной России, разных национальностей, и русских, и кавказцев, как говорят, хотя мне не нравится это слово, кавказец. Другое дело, можно говорить об армянах, азербайджанцах там, и так далее, таких, ну, будем говорить, иностранных уже граждан. А кавказцы — это русские люди, это Россия. Никто не называет и нигде, в данных Госкомстата, а сколько же пропадает без вести людей в стране. По скромным оценкам, ориентировочно каждый год около 1 миллиона человек без вести пропавших. Детей, взрослых, особенно стариков, особенно тогда, когда была квартирная, вот эти вопросы решались. Из них находили часть не находили сегодня. Более 200 тысяч не находят. Да, не находят, к сожалению. Многие закопаны в лесах, многие залиты бетоном и асфальтом, многие бесследно исчезли в болотах и реках и озерах. В России более 200 национальностей. И наследие старого советского периода, хотя я считаю, что в советское время было очень много хорошего, очень много, гораздо больше, чем плохого, но тем не менее разделение России на республики, в республике Российская Федерация имеются и президенты, и республики, и свои флаги, и аж свои представительства, в скобках посольства в городе Москве. Как и в регионах, кстати. Даже в такой стране, как Америка, не додумались до таких вещей, чтобы поставить громадное здание, обслуживать его при наличии тяжелейшего положения, материального положения людей, что сделали в России. Я жил, к сожалению, рядышком с представительством Калмыкии на Кутузовском проспекте. В 20 метрах от моей квартиры представительство Калмыкии было. Бывший детский сад. У детей забрали сад, отделали Калмыкия, где нищета, где нет денег. Отделано мрамором. Внутри я был, меня Кирсан Алимжинов несколько раз приглашал туда. Но я посмотрел эту роскошь, и мне стало плохо. Так вот, один из вопросов, почему происходит все это? Почему власть отделена от народа и народ от власти? И почему власть с каждым годом все больше и больше, точнее, народ не доверяет власти? Вот у меня сразу возникло несколько предложений. Первое предложение — это то, что сегодня
Мы вообще не знаем, сколько у нас безработных в стране. Ни один справочник Госкомстата в принципе цифру не называет. Перепись последняя и перепись 2002 года проведена поразительно бездарно. Приходит к человеку, ну ко мне вообще не приходили ни первый, ни второй раз. Приходит человек, говорят, ты работаешь? Он говорит, да. Кем? Менеджером. Записывают. Он никогда в жизни не работал. Надо сегодня понять, что преступность, в том числе межклановые, межнациональные разборки прежде всего, что нет работы, нет зарплаты. Люди идут воровать, создают бригады, создают кланы, создают всевозможные, так сказать, сообщества, любой ценой взять деньги. Почему 1000 человек за один год на Кавказе? А это каждый год. Если посчитать 20 лет, все говорили, осталось 300, 400, 500 боевиков. Да ничего подобного, их с каждым годом увеличивается. Потому что людям негде работать, не на что жить. Да, поступают, соответственно, для боевых формирований деньги. Человеку, дай молодому $100 в месяц, он будет, возьмет автомат и пойдет, так сказать, ну, назовем, работать. Это. Если вы посмотрите экономику всех республик, вы ужаснетесь. Все последние места, 82-е, 81-е, 80-е и так далее, занимают республики Северного Кавказа. Благоприятный климат, приличная была инфраструктура, выпускали достаточно много как промышленных, так и сельскохозяйственных товаров. Что же произошло? И почему сегодня эти вопросы не решаются? Почему сегодня на все, буквально, руководящие посты, последний скандал был с Ингушетией, на всех руководящих постах только представители тех или иных кланов. Какие там русские, ребята? О чем вы говорите? Что был там, может быть, 1-2 есть в правительстве любой из республик. Их нету. Таким образом, мы в 1991 году предложили новое деление России. Отказаться от республик. И у нас порядка... Это кто? 15 у нас был международный русский клуб, точнее есть международный русский клуб, где собирались министры, там, президенты республик там, и так далее, и так далее. Серьезная организация. Значит, предложили сделать 16 земель по типу Германии. Ну, я думаю, что если каждая национальность скажет, давайте, так сказать, мою сделаем, так сказать, территорию, то будет 200 территорий. Я постараюсь сейчас закончить. Этот вопрос сегодня, я понимаю, не решишь. Вопрос в другом. Давайте предложим правительству, чтобы Госкомстат, с учетом, что он контролирует 200 федеральных структур, четко, с использованием налоговой инспекции, с использованием всевозможных МВД структур, ФСБ и так далее, все-таки понять, что происходит с населением в стране, в том числе и безработицей. Можно это сделать? Без сомнения, причем за неделю. И будут точные данные. По Кавказу в данном случае необходимо смотреть с точки зрения развития экономики. Проектов масса. Создание рабочих мест. Должно быть жесткое отношение к тем вопросам, к экономическим, социальным вопросам, которые могут быть. Мы вчера провели, точнее, участники были круглого стола, встреча с Приднестровьем. Община приднестровская, которая живет в России, насчитывает уже более 1000 человек. Вопросов много. Вот как раз только вчера вечером мы, так сказать, с Александром Ильичем вместе и еще, так сказать, наши товарищи были на этой встрече. Давайте посмотрим. Россия многонациональная организация, я имею в виду общественная. Давайте сегодня подтянем в наш актив руководителей диаспор всех
тех групп населения, которые находятся в стране. Грузины, армяне, таджики, которые тоже сегодня страдают этими проблемами, о чем мы сегодня говорим. Давайте включим их в наше руководство. Я имею в виду госполком. И вместе решать будем эти проблемы. Давайте писать письма, то, что вот я сказал, в плане экономики. Я отдельно сформулирую, могу дать и, соответственно, предложить непосредственно уже Путину, ну, назовем, президенту, назовем так, независимо от того, что, так сказать, 7 мая инаугурация. Давайте давать конкретные предложения. Вот таких предложений я сейчас не буду здесь, так сказать, дальше уже злоупотреблять временем. Таких предложений достаточно много. Поэтому, если мы официально от нашего имени, от России многонациональной, в том числе с помощью журнала и других средств массовой информации, я думаю, громадная польза. Спасибо за внимание.